Всем привет! Что будет, если 7 дней молчать, причем постоянно, не издавая ни звука? Общение – неотъемлемый признак всего живого. Без этой важнейшей составляющей жизни не существовало бы все то, что мы видим перед собой каждый день. Однако вербальное общение, то есть посредством звуков и слов, свойственно лишь высоко развитым организмам и в том числе людям. Можете ли вы представить свою жизнь без языка? Скорее всего нет, ведь для нас это, пожалуй, главное средство выживания. Потребность общения у людей уступает только потребностям физиологическим. Недаром мы единственное живое существо на планете, которое называют социальным. Человек вне общества теряет свою сущность, теряет свои главные навыки. Наверняка каждый из нас задумывался, что будет, если молчать 7 дней. Что произойдет в нашей физиологии и психике? Для чего нужно недельное молчание? Во многих теориях медитации говорится о чудотворном влиянии молчания на физическое и душевное самочувствие человека. Если молчать 7 дней, человек очищается изнутри. Без внешних эмоций, которые порой мешают истинным чувствам найти выход, человек достигает нового уровня развития своего сознания. При этом молчание нужно соблюдать строго, иначе эффекта не будет, и все жертвы от утраты вербального общения будут бессмысленны. Конечно, иногда молчание – это необходимое физиологическое явление, например, после операции на голосовые связки или при сильной боли в горле. Однако в этом случае абсолютное молчание сохранять не обязательно. Какой результат будет, если молчать 7 дней? Чисто с физиологической стороны каких-то видимых изменений вы не почувствуете. Возможен небольшой дискомфорт, но в скором времени он пройдет. Гораздо интереснее, что произойдет с внутренним составляющим человека, с его душевным состоянием. Недельное молчание прежде всего психологическое испытание, когда человек лишается привычного общения с окружающими. Сначала это вызывает переживания и внутреннюю дисгармонию, но на смену неприятным ощущениям скоро приходит осознание того, что на место общению с окружающими приходит куда более важное общение – беседа с самим собой. Мысли становятся ясными, яркими, почти реальными. Человек учится упорядочивать их, прислушиваться к ним. А последняя стадия 7-дневного молчания – просветление, ощущение гармонии с самим собой и всем, что находится вокруг. Стоит ли идти на это? Эффект от молчания в течение 7 дней оказывается гораздо сильнее, чем возможно предположить. Однако, чтобы достигнуть этого результата, нужно изменить свой образ жизни на время такого эксперимента. Необходимо погрузиться в спокойную обстановку, медитировать и слушать расслабляющую музыку. Не такие уж большие жертвы ради обогащения своей души, не так ли? Подобные недельные медитации проводятся в храмах и оздоровительных центрах по всему миру. Но большинство сконцентрировано в странах Азии, где и зародилась медитация как метод самопознания, общения с самим собой. Должен ли это попробовать каждый? Скорее всего, нет. Такое испытание не каждому под силу выдержать, да и не каждому оно нужно. Мы сами вправе выбирать свой путь самосовершенствования и самопознания, а таких более чем достаточно. Ищите себя, работайте над собой, жизнь от этого становится интереснее и ярче. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марго, пока!